Всем привет, ребята! Сегодня я еду для вас снимать видео из своей общаги. И я туда еду, потому что я там уже не живу, потому что у меня выселение всего лишь через месяц. Я уже приехала в другую квартиру, но я поняла, что 2 года я откладывала это видео, и наконец-то пришло время его сделать. Поэтому сегодня будет рум-тур моей общаги в Италии, а именно в Милане, а именно общаги в Политехническом университете Милана, который находится прямо на главной площади нашего университета на станции метро Пиола. Ну, сейчас я доеду до нее сначала на велике, потом буду вам все рассказывать и показывать. Ну вот, прошло 15 минут с момента, как я стартовала от дома на велике, и я уже на площади дома. Сейчас доедем с вами до общаги, еще минут 15, я думаю, и буду устраивать вам настоящий рум-тур. Вот мы едем по велодорожечке, специально выделенный. Невероятный кайф, потому что это случается на самом деле не так уж часто. Но эта улица мне прям очень нравится, и от дома совершенно недалеко. Вот мы и приехали практически, вот она общежитие, называется Casa dello Studente. Вот она остановочка трамвая, и там прямо сейчас подъехал трамвайчик, знаменитый миланский, такие старенькие, желтенькие, очень классные. Вот сейчас вам сначала покажу, как выглядит университет на станции Пиола, а потом уже пойдем внутрь. Мы сейчас с вами стоим на углу между двориком кампуса, вон там вот весь университет начинается, и вон там вот этот вот красненький угол, это угол общежития. То есть, соответственно, вы можете сами посмотреть, что здесь максимум 100-200 метров, я не знаю, примерно. К сожалению, видео, где я показываю главный корпус, не записалось, поэтому я показываю вам фото из интернета. Я на самом деле очень люблю этот кампус, он супер такой классный, атмосферный, старинный. Но учусь я в другом, который находится на метро Бовиза, немножко другой район. Не в самом Милане, уже как бы там надо на электричке немножко поехать. Хотя весь путь вот от моего дома до того кампуса занимает 45 минут ровно, поэтому не сильно больше, чем я ездила в Москве на самом деле. Вот памятник стоит. Я не знаю, кому он. Ребята, я тоже погуглю. Сейчас едем в общагу. Вот оно место, в котором я жила на протяжении последних 2 лет. Вот так выглядит улица рядом. И какие-то вот из тех вот мои окна, потому что я живу на 2-м этаже, и вот они у меня выходят на эту улицу. Вот мы на входе с вами. Если идти прямо после входа, вы заходите на такую внутреннюю территорию. Тут у нас сортировка мусора, разные контейнеры, которые, кстати, здесь обязательны. Тут маленький уголочек для поставления великов. Есть еще снаружи, ну, естественно, я предпочитаю внутри. Вот так вот выглядит внутренний двор. Это все здание общежитий. Все оно одно такое большое. Сейчас пойдем с вами наблюдать. Вообще у нас в общаге есть еще вот такая вот огромная, ну там не видно, огромная комната для учебы, в которую может прийти любой студент университета. Это большая комната, она не только для тех, кто здесь живет, но так и для любых студентов. Ну, в принципе, там никто не контролирует, поэтому, вероятно, только не те, кто в политех сюда приходят. Там можно спокойно сесть учиться, и никто тебя трогать не будет. Сейчас вам еще покажу площадку для барбекю. Вот она, площадочка для барбекю. Когда ребята хотят что-то организовать, сюда выносят типа мангалы, столы. И здесь можно включить музычку и вот таким образом все это дело делать. Здесь достаточно уютненько. Вообще вот за этими вот дверями здесь еще у нас есть столовая. Но сейчас опять же из-за вируса она закрыта. Ну, то есть это обычная столовая, в которую ты приходишь. Около 5 евро стоит ну, полный обед, то есть там 1-е, 2-е и какой-то напиток. Очень удобно, когда тебе лень готовить, ты спустился вниз, покушал спокойно и пошел вверх. Я знаю людей, которые
2 года жизни в общаге вообще ни разу не готовили на кухне, они ходили всегда только в эту столовку и питались, в принципе, там. Вот тут вот можно напечатать все, что хотите, и цветное, и черно-белое. Такая маленькая комнатка. Потом идем по коридору. И сейчас с вами пойдем в наш мини-фитнес-зал. Вот он, называется «Первая комната для фитнеса». Он такой, тут можно танцевать, вот большое зеркало, турничок и так далее. Я тут. Вот вторая комнатка. Если что, можно ручки продезинфицировать тут. Вот заходим, и тут маленький такой фитнес, тренажерчики, веса, коврики, если хотите. Потом вот эта вот ходилка, велики, лавочка для качания пресса, или как она называется. Все совершенно бесплатно. А единственное, что нужно всегда оставлять свою подпись, когда ты берешь ключи, составляешь подпись, что я такой-то, такой-то, с такой-то, такой-то комнаты пошел в фитнес, потому что если там будут какие-то большие повреждения, то, конечно, кто будет за это платить? Вы. Есть вот такая вот комнатка для передышки. Вообще общежитие полным-полно всяких разных маленьких комнатушечек для учебы или просто передышки. Вот тут вот можно сесть и учиться. В принципе, как вы видите, все это сейчас делают. Вот это вот комнатка для музыки. Сюда заходишь, и здесь очень хорошая акустика. Видите, дверь какая толстая, она звукоизолированная, так же, как и стены все. Это сделано для того, чтобы люди, которые занимаются музыкой, поют, играют на инструментах, не мешали учебному процессу, который здесь вот в 2 шагах. Люди сидят и учатся целыми днями. Вот. И есть такая штука, которая называется Party Room. Ее можно забронировать. Здесь такие типа барные стоечки, покупаешь какие-нибудь алкогольные напитки. Здесь есть проектор, и кто-то когда-то привозил еще сюда дискошар. И было очень кайфово здесь. Вот все танцуют, развлекаются. Какие-то можно просмотры фильмов устраивать презентации, если охота. Вот такой вот вид во двор. Я в этой комнате устраивала день рождения, ко мне приходили друзья, и мы тут тусовались. Единственное, что у нас во всем общежитии, если к тебе приходят гости, ты обязан записать человека, отдать его документ, и этот человек может находиться у тебя только до 12 часов ночи, потом он обязан выйти. Но сейчас, конечно, коронавирус и вся фигня, поэтому сейчас вообще все сложно, потому что только 4 часа в день можно иметь гостей. Вот, но до этого можно было до 12. И это, к сожалению, распространяется даже на близких родственников, на парней и девушек, то есть никто у тебя на ночь остаться не может. Ну, по крайней мере, легально. Вообще говоря, здесь есть еще такая штука, которая называется аудиториум, то есть это большая комната для, ну, не комната, такой зал для презентаций. Если я найду, сделаю вам фотку из интернета, но сейчас он, естественно, закрыт, и меня туда не пускают. На ресепшене вас практически всех буду знать в лицо. Хотя в первую неделю, даже в первый месяц это очень сложно. Вам выдают ключи от вашей комнаты, и вы в нее идете. Моя комната на 2-м этаже, но это не 2-й этаж, это 3-й этаж, потому что у итальянцев 1-й этаж считается нулевым. Поднялись по лестнице, вот мой этаж 2-й, и пошли смотреть. Отвратительный желтый свет, просто я не понимаю, кто вообще его выбрал, но есть как есть. Вот, на каждом этаже в основном есть такие маленькие комнатки, в которых можно позаниматься. Тут у нас архитекторы строят. Вот мы зашли на кухню. Тут, значит, ящики, у каждого свой ящик. Тут ребята, скажите все привет, привет, привет. Холодильник у каждого, ну не у каждого свой ключик, и у каждого типа своя полка только. То есть не весь холодильник, а только полка. Вот. Но вообще тут достаточно уютно, я бы сказала, в плане того, что вот духовочка, всякие поверхности для готовки и так далее. Вот, микроволновка. Кто приехал первый, тут быстро занимает все вот эти ящики, потому что тут в основном как бы все открыто. Кто быстрый первый занял место себе хорошее, тот и молодец. Ну и сортировка мусора. В общаге есть разные типы комнат, и некоторые из них без ванной, ну то есть там только комната, которую ты делишь с человеком, и вот тогда ванная будет общая, она выглядит примерно вот так вот, ванная и душ. Ну таких на самом деле мало в Италии, потому что они очень любят, когда
когда все свое и когда все чистенькое. Вот, еще на каждом этаже у нас есть такие штуки, сейчас вам покажу. Такие вот комнатки для учебы с телевизором, в котором можно даже все вместе посмотреть киношку. Вообще-то на некоторых этажах еще есть всякие столы для такого, знаете, настольного футбола или настольного хоккея, как он называется. Есть еще столы для настольного тенниса, есть большая-большая площадка для волейбола, для всех, которую можно тоже зарезервировать заранее. Ребята, нашла для вас стол для тенниса, он вот был на -1 этаже. Приходите со своими ракеточками, здесь спокойно во все играете. Да я совсем забыла, что у нас в общаге еще есть примерно 6 различных лифтов. 2 вот прям на входе, и еще, кажется, 2, ну там 2, и в каждом из них еще 2 разных лифта, побольше и поменьше, в разных частях общаги, чтобы между ними перемещаться. Поэтому, если вам лень ходить между этажами, проблемы нет, лифт можно вызывать как на подъем, так и на спуск, и когда угодно, и в какой части угодно. Вот, смотрите, тут есть такой звоночек. Если кто-то к тебе придет, можно позвонить. Вот это вот моя комната, 206B. Будем сейчас открывать. Вот, мы зашли сюда. Кажется, перегорела лампочка. Не работает. Ну ладно. В общем, здесь у нас такой предбанничек. Вам выдают от общаги, ну, всякие там швабры, веники, чтобы убираться. Это вот зеркало, которое я купила сама. Это обычное зеркало, которое входит, скажем так, в стоимость. Вот тут такие шкафы для хранения всего, чего хотите. Но мы с соседкой как-то здесь особо ничего не храним. Все у нас находится в наших комнатах. Вот она, родимая. Вот такая комнатка. Значит, заходим. Здесь у нас свет-выключатель. Вот это вот наш шкаф большой, в который все залезает. Посмотрим, что у нас тут. Нет ли чего-то такого компроматного. Нет ничего. Кстати, полотенце и постельное белье, такое, ну, самое обычное белое, вам все тут выдают. Можно об этом не париться. Вам выдают... вот это вот серенькое, это все мое, то, что я купила. Вам выдают на матрасник, вам выдают подушку, всем чистую, новую, вам выдают наволочку на подушку, и вам выдают 2 вот таких вот чистых белых простыни, и вам выдают 2 полотенца. Одно большое вот такое вот банное, и одно маленькое для ванной. В общем-то, у всех есть всегда всякие вот такие вот полочки для хранения. Это мои фотографии, чтобы было не грустно. Потом всегда есть такая прикроватная тумбочка, ведерко для мусора. Потом здесь есть у нас такой большой стол, стул. Все это выдано общежитием. Есть телефон, на который можно звонить только на ресепшн. Соответственно, вот тут вот все готово, ну почти все готово к переезду. Мне повезло, у меня еще и второй стол. Ну как бы не у всех он есть, но на самом деле комната достаточно большая. То есть вот еще полочка и зеркало, оно далеко не всегда есть. То есть я в том году, когда жила в комнате, у меня комната была совсем без зеркала, и я купила вот это вот в китайском магазине. Вот такая вот комната, она достаточно большая, просторная, то есть я тут никогда не чувствовала себя тесно, здесь всегда было место для всего. У меня и сноуборд тут был, и велик у меня тут в собранном состоянии стоял, и гитара у меня тут есть, и вообще куча всяких разных вещей, поэтому тут все супер вместительное и достаточно аккуратно, красивенько. Сейчас вам покажу вид из окна. Вот такая вот итальянская жизнь. Немножечко про уборку, постельное белье и все такое. В общем, в общежитии можно раз в неделю поменять все свое постельное белье со всеми вот полотенцами и так далее. Они там продезинфицированы, хорошо постираны в прачечной, поэтому раз в неделю это можно поменять. Раз в месяц к вам приходит по графику уборка, то есть вам моют абсолютно все поверхности. Конечно же, нужно все для этого
плюс-минус освободить. То есть если у вас стол завален компьютерами и тетрадками, конечно, вам его никто не помоет. Вы должны сами как-то, постараться освободить все пространства, чтобы их вам вымыли. Пол моют, туалет, ванную моют. Вот, и раз в месяц, очень важно, вы можете получить рулон туалетной бумаги. Вот такой вот здоровый. Выходим из моей комнаты. Это комната моей соседки. И вот это вот наш туалет. Вот он такой малюсенький. Вот оно место знаменитое для туалетной бумаги. Вот оно знаменитое полотенце для рук, которое выдают в общаге. Все максимально компактно. Тут нет биде, что очень странно для Италии. Хотя в основном, в принципе, все остальное такое чистенькое, аккуратненькое. Мы с соседкой делим вот как-то пополам. Все, ну сейчас тут все перемешано, потому что у нас обеих не было уже 2 месяца дома. Такой вот маленький душ, маленькая такая шторочка, вот и все, в принципе. Конечно же, стоит сказать, что в общежитии есть огромный плюс проживания в общежитии, но который является также огромным минусом, это то, что всегда вы найдете людей. Например, на кухне у нас всегда есть обязательно кто-нибудь. С одной стороны, это замечательно, потому что ты находишь своих друзей, ты можешь с ребятами покушать, поболтать, приготовить что-нибудь вкусненькое вместе. Мы, например, с ребятами готовили вместе русский оливье, мы готовили вместе медовые тортики и разные другие штуки. Но это же и огромный минус, потому что у всех у нас бывает так, что мы устали, мы задолбались на учебе, мы мало спали, у нас не супер настроение. И, к сожалению, в такие моменты вот общага реально бесит, потому что ты хочешь реально вот подумать о каких-то своих делах, ты хочешь немножко вот побыть в спокойствии, чтобы тебя никто не дергал. Ты приходишь на кухню, и, к сожалению, там всегда есть вот, там часов в 8, когда итальянцы ужинают, там все в куче народу, все веселые, все ржут, разговаривают. И, конечно же, они разговаривают с тобой тоже, соответственно, они хотят с тобой поделиться своими делами, они хотят спросить, как у тебя дела, и ты не всегда к этому готов, я не всегда к этому готова, и мне, конечно, в этот момент бывает иногда сложно, поэтому в такие дни мне совершенно не стрёмно, я приготовлю еду, я ее возьму в свою комнату, совершенно спокойно здесь поем, чтобы просто не мотать себе нервы, потому что иногда действительно делить какие-то общие пространства с людьми в общаге, это бывает сложно. Вот у меня тут такое сердечко, которое я сделала из фоточек. Придется его завтра уже все снимать. Получился такой у нас рум-тур. Мне осталось показать вам одно прекрасное место, которое я очень люблю в нашем общежитии. Это наша прекрасная терраса на самом высоком этаже. И сейчас мы с вами пойдем ее смотреть. Мы с вами тем временем поднялись на 5-й этаж. И мы сейчас будем с вами смотреть нашу прекрасную террасу. Вот она какая, солнечная, красивая, большая, с красивым видом. Вот здесь так классно. Я очень любила, когда жила на этом, как раз на 5-м этаже, я жила в первый год. Мне было невероятно жарко, потому что солнце топило мне просто все утро с 6 утра примерно до 11 дня. У меня все время было в окнах солнце. Плюс 5-й этаж — это последний, соответственно, крыша была рядом, соответственно, было очень жарко, как в теплице. Вообще 5-й этаж был самый ужасный для жизни здесь, поэтому если кто-то будет бронировать здесь места, знайте, что 5-й этаж лучше не надо. Но зато я наслаждалась каждый день завтраком на нашей прекрасной террасе. А когда я переехала на 2-й этаж, вот последний год я жила на 2-м этаже, и конечно, мне было лень подниматься на террасу, и я этим уже так сильно не пользовалась, но иногда с друзьями вот очень приятно вечером выйти, посидеть. Здесь ребята, кто курит, кто-то болтает, кто-то может что-то выпить приятное, можно сюда позвать гостей. И всегда здесь будет приятно провести время. Сейчас самый солнцепек, мой рум-тур по общаге закончен, и сейчас 12:30 дня, плюс 33 градуса, я буду фигачить на велике домой, чтобы пообедать. Поэтому пожелайте мне удачи, не забудьте поставить мне лайк, задонатить что-нибудь приятненькое вместо одной чашечки кофе, чтобы я продолжала снимать для вас прикольные видео. И я поехала домой кушать. Всех люблю, всех целую, всем пока, ребята! Хорошего вам денечка!